Здравствуйте! Сегодня начался чемпионат Республики Беларусь. Начался очень интересным. Я проиграл фантастически интересную партию. Но вот я считаю, что уже не зря просто начал играть в этом чемпионате. Несмотря на то, что проиграл эту партию, ну, то есть шедевр, могу сказать. Валерий Розаев создал шедевр со мной. Вот позиция, практически, видите, конечная. Я вам специально поставил, чтобы вы всю партию все-таки как-то посмотрели. Ну вот таким образом, конец партии. Белые выиграли. Валерий Розаев играл белыми. То есть фантастическая партия, фантастические идеи. Я только вот, когда пришел домой, заметил, что я там чуть по-другому мог играть. Так, в принципе, наверное, с хода 22-го, ну, не видел. Я уже видел с 22-го где-то хода. Вот это 36-й ход. Когда я сдался, то есть с 22-го хода я там видел идеи. И практически видел уже концовку партии, то, что будет в конце партии. И не видел ничего хорошего за меня. Ну, то есть начали остро играть. Смотрите, вот начали играть таким образом. Я поменялся. То есть каким-то образом поставить кол, думаю, будет такая интересная достаточно игра. Ну, наверное, скорее всего, обоюдного кола не будет, я думал, но уйду тут в интересные позиции, поэтому я стремился, наверное, к этим позициям. Ну вот, Валера по-своему сыграл тут 50-44. Ну вот первое, что меня удивило, конечно, вот этот ход меня удивил сильно достаточно. И вот как мне играть. То есть я решил, самое острое будет вот так вот играть. То есть если будет двойной перебой, то я пойду 9-14, чтобы на такой ход вот таким образом сыграть, то есть сыграть на эту шашку. Ну, Валерий пошел так, и вот я пошел 12-17. 12-17 с учетом того, что как-то блокировать. Вот здесь вот на эти ходы, естественно, какие-то вот такие вот ходы блокировать. Тут покуда нету такого хода. Ну, вот у меня такие приблизительно мысли были, какие-то планы. Понятно, что здесь, наверное, можно было 31-27. Но вот ход следующий тоже для меня очень неожиданный был, честно скажу. И такой он интересный. Понятно, что никуда не нападешь здесь. Из-за вот этого хода. Вот это простейшая комбинация. Там еще штук 5 их, наверное, есть. Но вот такая вот идея. Я 7-12 пошел, покуда, естественно, нету 39. И надо что-то вот, грожу все-таки 25 на 30. Надо что-то с этим делать. Ну вот, пошел он на 30. Тоже такой вариант есть. Он, наверное, самый лучший. 10-14. 44. Ну вот какие-то варианты, у меня, естественно, какие-то варианты, наверное, были. Варианты из 14-20 были, и 17-22. Но я посчитал, что там много разменов, пошел и 17-22. Идея у меня какая была? На этот ход какие-то вот такие варианты. И потом на 17 и атаковать вот эти шашки. То есть всего 2 шашки, атаковать эту шашку 27-ю. Всего получается 2 шашки в защите. То есть и там позиция, конечно, такая интересная за меня бы была. Ну вот он пошел 45-40, 12-18. Здесь я уже понял, что будет в один момент ход 32-27, 40-35, 8-12. То есть я его 32-27 практически заставляю. На этот ход, вот я еще считал этот ход, конечно. На такой ход здесь, к сожалению, вот очень много разменов. То есть как-то ловить надо, наверное. Позиция получше, но разменена полностью позиция. Естественно, вот этого варианта я не хотел. То есть где-то, наверное, где-то может 17-22. Ну, что-то бы играл, какие-то варианты. То есть сюда, наверное, 11. То есть как-то старался бы выбить шашки, но это слабость. То есть все-таки эти тоже шашки. Ну, при случае вот есть там дебют начала 32, 28, 17, 22 бой на 21 и 31, 26. Ну, вот этот. И тогда, когда вот отбиваются 7, 11 на 22, чем-то вот это похоже построение здесь. И общие принципы, наверное, где-то, ну, может быть, общие принципы совпадают построение. 32-27, ну вот что я здесь не хотел, что вот здесь не хотел по этой позиции. То есть какого-то хода, допустим, 3-8, либо 2-8, и вот, допустим, я не знаю, 30,
ТЦ-25 или куда-то. Ну, вот этих вот я не хотел разменов. Либо ТЦ. Конечно, если бы сюда, если бы здесь вот было, может 44, вот 17-21. Понятно, если бы сюда, наверное, был сюда как-то ход, то, возможно, наверное, вторжение было. Хотя тут, ну, какое-то странновато, если честно говоря, вторжение. Ну, позиция интересная, может, так вот и игралось бы как-то. Но я, конечно, боялся, вот здесь не боялся, не хотел меняться, если честно. То есть, я все-таки поиграть хочу, ну, покуда нас никуда не пускают, если честно, амбиций никаких нет, то если бы даже вот пускали, в принципе, не знаю насчет сейчас вот, уже какие бы амбиции у меня были по поводу чемпионата Республики Беларусь, там, остальных соревнований, потому что уже, ну, играть уже, конечно, чуть-чуть староват я по игре, поэтому непонятно. Но, естественно, если пускали, там другие моменты были, потому что все-таки в Блиц и в Быстро, я честно скажу, в Блиц и в Быстро я хотел бы поиграть. И чемпионаты мира, чемпионаты Европы хотел бы очень поиграть. Но, естественно, надо определенная подготовка, чтобы предшествовала этому. Но хотел бы поиграть еще. Ну, не знаю, как это удастся, не удастся, но будем смотреть. Загадывать ничего не будем, потому что не исполнится. Вот я здесь, кстати, вспомнил. Я что-то смотрел, ну, это не очень все хорошо. Значит, так, и еще один момент я вам потом покажу, кстати. Ну, вот есть такая идея, это, конечно, это не обязательно, вообще абсолютно не обязательно ходы, но вот есть такая идея. Я еще, кстати, одну комбинацию покажу вам потом. В партии, но это не обязательно, это я просто так вот заметил, что могло быть. Дальше 14-19. Вот здесь вот, давайте момент такой. Так, дайте установку позиции. И вот здесь. Вот здесь. Ну, давайте вот посмотрю, просто я покажу, какую комбинацию видел по ходу. Значит, смотрите. Раз. И вот здесь вот удар. Давайте я вам дам пару секунд подумать. Вот то, что я видел. То, что я видел в партии. То есть идея. Смотрите, если бы еще шашка вот 39, белая, допустим, вот шашка 39, да, была, то можно было контрудар провести на 10 и 37-32. Ну, вот эту вот идею я видел. Так. Но он не туда я уже попал. Сейчас посмотрим, куда я тут попал. Так. Разаев, Масеевич. Вот, наверное, все-таки. А нет, не туда, еще не туда попал. Давайте. Вот попало на эту позицию. То есть, смотрите. Хочу просто вернуть назад. Хотел вам любопытные идеи показать. Ну, вот 32-27. Я, естественно, знал, что Валера так пойдет уже. Поэтому 2-7, вот я говорю, что очень, то есть, хотел подкрутить здесь 49-44 и вот 14-19. Ну, вот интересный такой момент. Я, честно говоря, думал, что какой-нибудь размен будет, и вот нельзя вот эти ходы делать. Тоже позиция очень, кстати, интересная, очень такая игровая была бы, но вот Валера вообще 44-40. Очень интересно пошел, конечно. 9-14. И вот опять 39-34. Вот здесь только я, конечно, пошел 3-8. И ход плохой. Очень плохой. И вот здесь я уже говорю, что я вот здесь вот я видел уже практически свой проигрыш. То есть 36-й ход я, во-первых, еще не мог, ну, чуть-чуть, конечно, пристроиться ко времени, к контролю. И второй момент, конечно, надо было чуть-чуть, ну, не было возможности, просто не было возможности мне поиграть. Там я на партии 10 сыграл, таких вот в блиц быстрый. Вот моя вся подготовка. То есть, чисто занимались, к сожалению, чисто русскими. И, ну, еще чуть там пару партий с детьми посмотрел, с маленькими совсем. То есть, уровень там первого разряда где-то.
пару партий посмотрел, вот в этом заключалась подготовка. Конечно, надо было чуть-чуть поиграть, и возможно, что я что-то бы больше видел, естественно. Но вот 39-34, вот здесь вот надо было смотреть, надо было играть 4-10. Идея в чем? 43-39. Естественно, вот эти вот, на эти ходы надо всегда смотреть. Во-первых, здесь понятно, что вылазим. Это важный момент. И второй момент, я не конкретно к этой партии, но вот можно даже вот этот вариант смотреть. Тут отдать можно, сюда. Ну, всегда вот эти вот варианты есть. И следующий момент, как вы поняли, еще тут есть. Я бы ради этого даже не смотрел. Вот здесь всегда надо смотреть вот этот вариант. И очень интересная позиция была. Видите, вот группировка, несмотря на лишнюю шашку, я не знаю, тут как бы ходили белые. Очень все сложно для них бы было. Вот видите, такие моменты есть. Ну вот 3-8, так, 4. Давайте основной вариант. На 4-43, вот здесь же выйти можно. То есть, как-то идею я вот эту знал, но в принципе, я хочу сказать, что только вот, когда я пришел домой, компьютер увидел, посмотрел на компьютер, только компьютер вот эту идею мне показал. Так или иначе, ну, то есть, не видел я этой идеи. Если 24-19, ну, скорее всего, лучше. Понятно, что здесь у черных хорошая позиция. Вот. Так, давайте один момент. Вот мне здесь... Конечно, упустил я этот момент. Видите, совсем не видел. Честно скажу, совсем не видел. Поэтому... Ну, здесь, наверное, 48. Но есть там другие ходы, естественно. Можно ходить, но вот здесь, конечно... Не увидел я, ясно, что не увидел. То есть я совсем думал, что с 22-го хода вот отсюда, что уже позиция после 39-34 вообще проиграна. Жестко. Ну, я 3-8 пошел. 3-4-29. Естественно, не хотел вот эти варианты, не хотел просто играть тут. Потому что 38, позиция просто плохая. То есть на отбой не хотел я страшно играть. Думаю, ну, если поиграю, что и так... Что, собственно говоря, и вышло. Поиграл красиво и поиграл действительно красиво. 14-19. Ну, вот видите, совершенно потрясающий самозажим. Кто играет 100 клетки, тот меня поймет. Тут момент такой на этот ход, на 43. Был вот этот вот момент. То есть где-то я ловил, наверное. Ну вот, последовал ход 38-32 и 4-9. И вот здесь вот вообще непонятно, что делать. В принципе, позиция сводится к финальной. То есть отойти практически невозможно. Честно говоря, вот еще здесь думал. Давайте основной вариант покажу. Где я думал еще, что все будет нормально. Что-то я там не досмотрел, наверное. 38-33, 11-17. Вот основная идея. 6-11. И вот 30-25 я выхожу. 22-28. Но вот здесь вот я уже видел, то есть где-то задолго начал видеть эту идею. Я долго уже задумываться начал, то есть мне практически не осталось время. Вот эта вот тактическая идея. Вот она, тактическая идея. И вот здесь бы Валерий выиграл, естественно. Но он это все видел. 9-14. Ну вот он мне красиво, конечно, выиграл. Ну, уже позиция проиграна. То есть угроза идет, надо меняться. И вот на 33 и я сдался, естественно. Так, давайте еще здесь посмотрим момент. Так, 43, то есть 17, 21, 38. Ну вот здесь тоже какие-то еще моменты. Вот такие вот... Нет, подождите, наверное. Ну да, здесь уже ничего и не было, наверное, да. Ну вот таким образом Валерий меня выиграл. Пожелаю ему, конечно, успехов в турнире. Ну и вот у меня первое поражение. Но тем не менее продолжаем играть и будем смотреть. Буду рассматривать интересные фрагменты у меня на канале.